Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Незаконченный сюжет с непонятным концом. Может быть, какая-то незаконченная пьеса с неопределенным окончанием, когда бы явно какая-то есть пауза. Возможно, вы к чему-то приступили, много какой-то работы проделали. Или когда, пусть даже это отношения касается, разного рода. Но это у вас вот закончилось ничем. Оно как повисло в воздухе. И не да, и не нет. Ну вот давайте узнаем, что ищет тебя, что ищет вас, мои дорогие. И ты об этом не предполагаешь. Мы даже не представляем, какую историю нам сегодня расскажут карты. И наш расклад Таро подойдет как для мужчин, так и для моих любимых девочек. И начнем мы традиционно с сигнификации. Сделаем краткую сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько подходит вам, ну и сориентироваться, чьи тайны сегодня нам раскроет Таро. Итак, кто вы и что в вашей жизни прямо сейчас? Какая мысль покоя не дает, хочется спросить. Потому что, ну точно, ожидания, вот конкретно нам говорят, и скорее всего, вот две карты противоположные, тут чувства и больше эмоций, а жезлы это у нас дела, работы, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Здесь может быть сразу два направления, две ипостаси. С одной стороны, и в личной жизни не пойми что, какое-то ожидание. Может быть, тут самая любая история. Но есть все-таки какой-то, ну знаете, как какая-то заноза. Когда ничего не меняется, а хочется. А вот, наверное, в вопросах работы, финансов тут какие-то у вас перемены. Вот буквально или сейчас они происходят. Может быть, вы недавно получили, да, подтверждает карта, какое-то известие, которое вас заставляет буквально самих себя перестроить. Здесь явно будет какой-то праздник, мои дорогие. Может быть, это получение денег или дела как будто пошли в гору. Вы успели уже чем-то воодушевиться, но, может быть, вот у кого-то из вас как будто личная жизнь явно на паузе. Хотя я могу допустить, все же мы все разные. У кого-то это будет просто карта, говорит любящий человек. Это проходит, но, правда, и ожидание проходит слишком затянувшееся. Но и тот человек, хоть он и любит, но ведь это всегда карта альтруиста. Но вот этот альтруизм переходит в самопожертвование. И я, конечно, могу допустить, что у кого-то из вас вообще, в принципе, ваш вопрос или проблема, то, что вас сейчас волнует, это не совсем в плоскости чувств, а просто вот это ожидание. Вот перекладывайте на себя. У кого-то именно дела, работа, бизнес. Вот. Или какие-то документы, учеба, что-то у вас не двигалось, тогда либо вы, вот я говорю, что-то меняется. И, может быть, за последний период, совсем недолгосрочный, где-то там назад, да, годами, а может быть, это за месяц-два, тут какая-то метаморфоза, когда все с ног на голову перевернулось. Очень символично, с учетом аркана рыцаря жезлов. И именно это каким-то образом повлияло на вашу денежную ситуацию. И вроде бы есть и праздник, то есть как бы деньги приходят, но, может быть, точно так же и уходят. Или появляются какие-то выплаты, или вам нужно проплатить за что-то, да, рассчитаться. Возможно, тут еще к этому, к вашей ситуации по финансам или по работе присоединяются какие-то новости. Тут вообще очень много каких-то турбулентностей, мои дорогие, когда вот вы, скорее всего, это тоже своего рода сигнификация, у кого-то такая ситуация создалась, что я сейчас вообще ничего не буду делать. Я просто понаблюдаю. Во-первых, это могло сложиться четверка мечей, потому что вы как выложились, ну, буквально наизнанку. Но от этого ничего не поменялось. Может быть, вы видите, что тут что не предприми прямо сейчас, но толку от этого не будет. Возможно, кого-то из вас, я такое тоже допускаю, это, знаете, ну, может быть, какое-то недомогание уложило в постель. По четверке мечей это не есть что-то серьезное, а это, ну, банальное или простуда, эмоциональное выгорание, мои дорогие. Вот. Почему? Потому что эта карта будет говорить о том, что тут действительно человек как на износ какое-то время, возможно, работал. Более того, может быть, и физически работал, но еще и эмоционально. Была какая-то нагрузка, а вот он и не там. По тройке Пентаклей вам как будто нужно сейчас перестроиться, вы это понимаете. Есть вот, правда, те моменты, которые приходится учитывать, и вы себя, может быть, даже уговариваете, нет, вот тут
Не рассчитывай на это. Из-за этого ничего не получится. Надежда, безусловно, есть по аркану влюбленная. Но вы уже сами где-то осуществляете, ну, знаете, это как переход в будущее. Потому что, ну, вы где-то пытаетесь себя уже окончательно не загнать. Потому что, ну, уже опыт, опять же, есть. Сколько ты не проделай вот какой-то активности. Не все от меня зависит. Это зависит от людей, от их решений. Поэтому, скорее всего, надо дождаться каких-то решений. Вы вот как замерли, правда, замерли, перепрыжком. Вы именно готовы к тому, чтобы вот сказать себе «пора». Но вы сейчас находитесь тысяча, наверное, каких-то моментов, которые от кого-то из вас буквально все-таки по тройке пентаклей это как карта экзамена. У кого-то экзамены может быть по учебе, а плюс еще какая-то работа или личная история. Но даже для тех, кто человек работающий, человек семейный, вы понимаете, что период перемен. Я тоже словно сейчас даю некоторый жизненный экзамен. Но я вам могу сказать точно, от чего вы себе дали зарок уходить от какой-то сбивчивой информации. От людей, которые ненадежны. Те, которые красиво говорят, но фактически они ничего не делают. Или фактически что-то обещали, но это только осталось на словах, к делу это так и не перешло. Вы могли сами, вот такая сигнификация, заниматься, может быть, делами, вопросами, которые касаются именно важных документов. Или для кого-то сдать экзамен и получить какой-то документ. Вполне вероятно, вы, тем не менее, надеетесь, вот правда. Вот, наверное, вот так вот мы завершим нашу сигнификацию. Посмотрите, у кого-то это будет по работе, да, император и императрица. Вот какая-то пара. Причем сложные люди, один и второй. И один и второй не собирается, ну, где-то прогибаться, сдать свои позиции. Но в то же время один в другом заинтересован. Нам не говорят эта карта, не говорит о любви, две точнее карты. Но именно заинтересованность в ком-то есть. Либо вас, как в работнике, если мы рассматриваем карту император, и это какие-то структуры, руководители, начальники, ваш план действий. Но и вы-то все равно понимаете, что есть какая-то жизненная коллизия, которую мне сейчас нужно выстроить в максимальном порядке, так чтобы меня и закон защищал. Вот кто-то может заниматься как и документами, или по части работы. Тут тоже некоторые детали вы, может быть, исправляете. Или, как, знаете, есть такая фраза, ну, как подобрать хвосты. То есть это вот то, что из прошлого вам, может быть, сейчас приходится переделывать. Но я точно так же могу сказать, что тут и личная жизнь. Союз двух сложных людей, сложно договориться. И тут ведь во всем как бы решающую роль играет императрица. Хватит у нее терпения на этого императора. Ну, будем говорить, император, я часто говорю, есть два мнения, мое и неправильно, да, как одна из сигнификаций такого человека. И вполне вероятно, вы можете чувствовать, что я не могу с этим человеком ни договориться, ни понять его. Он живет по своим принципам, законам, вроде бы говорит все правильно, поступает вот он именно точно по закону. Для него имеет значение статус, для него имеет значение организация, порядок. Но сам-то он не будет, скорее всего, делать первый шаг, поэтому две карты так и выпадают. И вот вы сейчас как на развилке. Может быть, как раз это и история. Стоит ли ждать? Стоит ли мне вообще надеяться на что-то? Где-то я говорила, в душе теплится, да, надежда. Но все-таки в вашу жизнь приходит больше рационализма. Видимо, скорее всего, именно история двух, неважно, личная жизнь или какая-то тема, которая касается, может быть, родственников, руководителей, важного документа, явно есть, как вы, и есть либо инстанция, либо есть другой человек, и вроде бы и вместе, а вроде бы и порознь. Вот если это откликается, но, повторюсь, основная тема у вас сейчас, ну, тут совершенно вы не готовы сидеть, вздыхать, ждать. Может быть, вихрь событий вас таким образом закрутил, что, ну, вы уже где-то и забыли думать о какой-то прежнем сюжете, может быть, и чувственном даже сюжете, потому что, ну, как на злобу дня, события реальной жизни вас заставляют посмотреть более прагматично. Вот давайте мы достанем 4 позиции и достанем в каждой позиции по 6 карт.
Первая позиция – что скоро произойдет, какую траекторию вам доведется пройти в ближайшее время. Достанем 6 карт, всегда 6 достаю, потому что в колоде Таро 6 – это как вершина действий, активности, это уже по сути и победа, и итог. Итак, какую траекторию, что скоро произойдет вам в ближайшее время, в ближайшие дни, может быть даже у кого-то в разрезе одного дня, но пройти-то ведь нужно. И вторая позиция у нас будет «Что ищет вас?» Мы спросили в самом начале видео. Вот, но вы пока этого не видите. Тем не менее, это то, что мы, как говорим по судьбе, стремится войти в вашу жизнь. С чем вы можете столкнуться, а вы не предполагаете. Итак, что же ищет вас по судьбе? Третья позиция у нас будет «И что же будет дальше? События отдаленного будущего. Как будут развиваться вот эти сюжеты? Или какие, может быть, финальные аккорды вам придется сыграть? Такое тоже не исключаю. Итак, события отдаленного будущего. Что тоже произойдет достаточно скоро, но не буквально прямо сейчас. Не в ближайшие дни, может быть, или день. И следующая позиция будет называться «Каков итог вот этого незаконченного сюжета?» Давайте попробуем именно итоги подвести, чтобы понимать, к чему это все идет. Правда. Может быть, нам карты и не скажут, что это финал. Будем готовы к любому варианту. Ага, 2 сразу. Ладно. Так что же там в ближайшее время, в ближайшие дни? Рыцарь мечей. Ну, нам уже говорили о том, что вы сталкиваетесь. Вот кто-то мог уже, видимо, получить вот эту неожиданную новость. Может быть, это как неожиданный визитер какой-то. И кто-то может получить документ. По работе, если мы говорим, это, знаете, есть ведь сигнификация «бунтарь без причины». Поэтому вы можете даже на работе столкнуться вот в ближайший какой-то момент с человеком, который вам будет что-то доказывать. Или будет говорить вот так вот буду делать, а не как-то по-другому. Или ты должен это делать. Мы можем столкнуться по рыцарю мечей, ну, с разными проявлениями человеческого характера. Эмоционально нужно быть к этому готовы, точно. По 4 пентаклей мы как будто должны сохранять дипломатию, мы сохранять себя. С чем бы вы тут наперед не столкнулись, как бы к вам это имеет опосредованное отношение. Ваша задача, ту новость, которую вы получите совсем скоро, вам ее нужно будет перепроверить и как-то переложить на себя. Потому что, вот я сказала, это в жизни людей происходит, или пусть это даже какая-то новость, но она не напрямую вас касается. Но по этой карте вас, может быть, пытаются, ну, как приобщить к какому-то делу. А явно вы будете с этим не согласны. Может быть, и будет вам необходимость, как принимать Соломоново решение, 5 мечей. Я могу сказать, что для кого-то из вас, поскольку 5 это всегда то, что нам знакомо, допускаю, что что-то как напомнит о прежней истории. А хочется сказать, а все равно все идет к миру. Прям так и хочется сказать, мои дорогие, правда. Какие-то все же нам говорят совсем скоро будут позитивные новости, мои дорогие. Не случайно там выпадала 5 жезлов, карта информационного хаоса. Уже где-то сама сигнификация сказала о том, о чем мы будем с вами рассматривать. Вот этот ворох новостей, сбивчивый, противоположный. Приготовьтесь к тому, что в ближайшие дни вам придется постоянно анализировать. Вам могут донести такую новость, которую, знаете, мы как, ну надо же, да, а на самом деле, если так посидеть, подумать, ерунда какая-то. Или, может быть, и не ерунда, а очень серьезно, но я-то на это не влияю. Поэтому я продолжаю наблюдать. Тем не менее, у вас какая-то добрая весть будет. Вы, если даже проанализируете первую весточку, то потом вполне вероятно и найдете какие-то подводные, скажем так, те, которые не транслируют новостные события или откуда ноги растут у той или иной новости, и к чему это все ведет. У вас ведь это завершающий аркан. У вас что-то пытается действительно в вашей жизни окончательно завершиться. Причем завершиться так, вы знаете, когда вам от этого будет просто хорошо. Я с учетом старшего аркана допускаю, что это средства массовой информации, когда тоже могут быть противоречивые. Ну и согласитесь, у нас настолько сейчас противоречивая информация, что нам тоже нужно быть хорошим аналитиком, чтобы понимать, к
к чему мы приложим усилия, а куда нам идти не нужно, точно не нужно. По 13-му аркану тут что-то пытается завершиться, вот совсем скоро вы узнаете какую-то новость, пусть это даже будет связано с людьми. У кого-то по работе вы узнаете, человек, к примеру, увольняется, или руководитель меняется, или руководитель руководителя. У кого-то из вас перемены, может быть, и в бизнесе, именно потому что ну, прежняя какая-то стратегия не годится. Ну, все же первый аркан у нас, первый аркан, точнее, у нас 21-й старший, и это карта мир. Поэтому тут для вас добрые такие вести, которые будут стремиться вот этот самый непонятный сюжет трансформировать как-то иначе. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й аркан – это не о смерти. Очень редко эта карта проигрывается физически. И нам больше говорят вот именно как прежний жизненный этап закончился. Тебе нужно как будто прямо сейчас, не откладывая на потом, свои сильные и слабые стороны знать наверняка. Куда ты точно не пойдешь, чем ты не будешь заниматься. И то, что как прогресс должно быть продолжено, может быть, даже прописать на бумаге, как тезис-план, но четко определить собственные границы вашего участия в каком-то деле, или, может быть, для кого-то из вас собственные границы помощи кому-то. Но в том числе будет карта говорить, что будут продолжены какие-то события, которые связаны либо с жизнью других людей, которые будут пытаться оказывать влияние на вас, но точно так же два старших аркана будут говорить о том, что хотим мы того или нет. Ну, наверное, то, что происходит в мире, мои дорогие, в той или иной степени будет как-то влиять и на нас с вами. Давайте раскроем следующую карту. Так что же ищет вас? Но вы пока не видите. Попробуй тут увидеть что-нибудь, когда такие противоречивые карты. Тем не менее, карта будущего, мои дорогие. Будьте готовы к тому, что вы знаете, как скоро направление поменяете. Будьте готовы к тому, что, возможно, вас ищет какая-то новость, она уже как формируется в пространстве. Именно для того, чтобы вот эта развилка жизненная, она у вас была более четкая. Точно, вот смотрите, вижу уже карта следующая, 20-й старший аркан. Подведение итогов, избавление от страданий, избавление от разочарований. По сути дела, это карта выздоровления. Я могу сказать, что ищет вас. Будущее идет, может быть, таким сложноватым путем в вашу жизнь, но как будто ваша задача, посмотрите, сказать себе нет в отношении иллюзий и, может быть, даже какой-то прежней истории. У вас на что-то глаза должны открыться. Вот что ищет вас. Правда. Но правда та, которая с позиции будущего. Все же мне хочется прояснить немножко, с чем это связано. У кого-то два пажа, это будут фигурировать дети. У кого-то много информации, которые, возможно, вас пытаются заново склонить, чтобы вы от чего-то отказались. Почему я так говорю? Потому что какая-то пауза. Вы долгое время, возможно, ну, как приняли роль. И ведь аркан повешенный, это так и бывает, карта жертвенности. Но это и карта выбора. Вот та траектория, которую мы следовали прежде, мы уже так не можем продолжать. Меняется что-то в мире, меняется в обстановке вокруг нас. Нам либо направо, либо налево. Вот что ищет вас? Какой-то выбор. Выбор, причем такой настойчивый, только в одном направлении, в направлении будущего. С чем это связано? У кого-то связано с поездкой, у кого-то связано, опять же, с выбором. Выбором, может быть, партнера, выбором направления по работе. Возможно, это еще и обучение. Для кого-то из вас вы можете чувствовать вот даже такое. Мне как будто по судьбе переехать, например, да? Или мне вот не остаться надолго в этом месте. И вполне вероятно, у вас есть определенные объективные причины для этого. Но вы пока не видите. И вы знаете, я тогда могу подтвердить, ведь правда?
вы можете не остаться надолго в том месте, где вы сейчас. Ну, понятно, тут сроки мы с вами конкретные не обозначаем. Может быть, это у кого-то год-два, а у кого-то несколько месяцев. Но тут как будто приготовиться нужно. Вот что ищет вас? Перемены, мои дорогие. Но эти перемены, они требуют от вас какого-то сложного выбора. Поэтому и карты такие непростые. Вот карта заслуженного успеха, до нее, посмотрите, тут и путаницы, и паузы, и хитрости, и обманы, ну и собственные где-то иллюзии, не без этого. Так а что же конкретно ищет вас? У кого-то из вас даже какой-то пересмотр в отношениях будет. Что же ищет вас? По двойке пентаклей эта ситуация может быть связана все же больше либо с работой, либо с каким-то человеком. И если это по работе, то здесь будут явные перемены. Здесь что-то у вас будет начинаться как будто заново. Причем что-то будет начинаться, вот внимание, со спонтанного проекта, со спонтанного маршрута. Спонтанность это то, чего мы не предполагали. Это то, чего мы, ну, даже об этом не обдумывали. Вот то, что вы думаете сейчас, будьте готовы, наверное, к тому, что вам придется все кардинально переиграть, и это как будто в том направлении будет ваша судьба. Тот план, который вы себе сейчас построили, скорее всего, но он все равно будет претерпевать изменения. И тут, к примеру, если мы говорим шестерка, да, мечей, часто это карта дорог, перемены, переезда, перемещения как такового, может быть, и много каких-то перемещений, мелких поездок. Но это тоже будет для вас важно. Почему? Потому что внизу двойка пентаклей. Это как раз и есть карта спонтанного маршрута и спонтанных перемен. У кого-то может проиграться по работе, когда вы точно так же, не планируя, захотите поменять работу, поменять сферу деятельности. И здесь будет очень важно, чтобы вы как перешагнули, да, вот над этим порогом между прошлым и будущим, чтобы уже как будто точно одной ногой вы были в будущем. Для вас нужно рассматривать совершенно разные альтернативные варианты. Потому что тут может начаться с какой-то малости или с какого-то предложения, с услышанной новости. Вот почему, может быть, нам говорят анализировать информацию. А тут будет как раз та возможность, которая кардинально не в той плоскости, как мы это себе представляли. Но для вас в этом судьба, мои дорогие. Карта Иерофант. Это ваш новый статус. Это, возможно, ваше новое финансовое положение. У кого-то и в личной жизни. Совершенно все новое. Может быть, это даже вопросы дома. Я такого тоже не исключаю. По восьмерке пентаклей все же тут больше нам работа, труд, бизнес, какие-то достижения. Хотя не будем так безапелляционно судить. Это могут быть и сложные отношения, над которыми вам предстоит работать, карта работы. Но они вам тогда могут принести финансовую стабильность. Вот что ищет вас. Что-то очень непростое, мои дорогие. И даже карты нам не раскрыли полностью. Ну, давайте пойдем дальше, и, может быть, больше ясности наступит. А что будет дальше? Что там за события будущего нам еще раскроют? Снова нам говорит, как будто на лад дело не пойдет, пока ты изящно не завершишь какие-то прежние сюжеты. Рыцарь кубков. Что будет в отдаленном будущем? Конкретный человек какой-то идет на вашу жизнь с радостным событием для вас. Может быть, для него это не радостное, тут по-разному будет. Это ведь может быть, ну, даже чиновник, например, да, или официальное лицо. Или это какой-то, может быть, участие конкретного человека, который работает по приказу, да, вот тоже такое может быть. Но именно вы будете радоваться от того, что что-то завершается. Или, может быть, это сведения от конкретного человека, и он, я даже могу так предположить, пусть это даже касается каких-то официальных лиц. Может быть, у кого-то из вас вот этот незаконченный сюжет, запутанный, с непонятным концом, тянется по жилью, по документам, по получению каких-то важных бумаг. Так вот, я могу сказать, отдаленное будущее. Тут будет такая траектория, когда сам человек не может от этого уйти. Он вынужден все равно снова и снова либо возвращаться к вам, к вашему вопросу, или с вами взаимодействовать, мои дорогие.
И тем не менее, вас это каким-то образом радует. Здесь у нас выпадает 2 короля, поэтому на всякий случай будьте готовы в отдаленном будущем. Вам придется путешествовать по каким-то учреждениям, инстанциям. Либо это что-то завершать, либо даже как переделывать документы, оформлять новые. Может быть, все-таки переделка, да, документов. Ну, может быть, тут совпадает, да, мы хотим одно что-то получить, а для того, чтобы это получить, нам каких-то 10 бумаг еще нужно приготовить. И вот мы начинаем это путешествие. Но тут я вижу для вас, мои дорогие, у кого-то все же в личной жизни колесо фортуны. Тут добрые события. Вот для чего было нужно, наверное, да? Пройти вот эту непростую траекторию, а потому что вы как будто должны встретиться с этой фортуной, которая, или как это, знаки судьбы, или, вот, знаете, у Бога все готово. Есть такая очень старая поговорка. Или мы говорим, планы Бога всегда лучше наших. Я не про вероисповедание, просто перекладывайте на себя. Я говорю, как это мне более удобно. Вот тут действительно высшие силы, они понимают, что вам еще какой-то этап прошагать нужно. Потом вы сталкиваетесь вот с такого рода непонятностями, мои дорогие, да. Ну вот я не могу сказать по раскладу, что прямо завтра светлое будущее. Да, это Бог, пусть лучше не проиграется ни у кого этот расклад. Но, по крайней мере, то, что выпало, и те тайны, кому они раскрывают, они пытаются подготовить вас. А предупрежден, мы говорим, вооружен. Но у вас ведь тут, правда, по судьбе может решаться вопрос, который будет связан в последующем, когда 1000 дорог сойдутся в одной точке. Но пока мы дойдем до этой точки, нам нужно какую-то, ну, как миссию завершить уже. Вот проститься с тем, что не жизнеспособно. Может быть, избавиться и от каких-то, ну, где-то иллюзий в том контексте, что было обещано, а мы ждем. Вот, видимо, у каждого из нас очень много ожиданий, согласитесь. Причем в разных сферах жизни. И вот, видимо, над каждым из этих ожиданий нам предстоит еще проработать. Проработать или пройти какую-то дистанцию, прежде чем, ну, вот как-то начнет выруливаться сама или обстановка, или ваша жизненная ситуация. Когда, тут ведь нам уже не раз сказали, что если мы говорим 1000 дорог в одной точке, стало быть, это как минимум разные люди, внешние обстоятельства, может быть, еще и внешние события и обстановка, которая более такая глобальная. Но, тем не менее, поворот будет. Но уже и нам как будто следует себя перестроить на новый лад за этот период, потому что все равно все идет к миру. И тут колесо фортуны. И я согласна, что у нас сейчас действительно сложная ситуация, из какой бы точки мира вы меня не смотрели мои видео. Будем надеяться на то, что возможностей будет больше. Но давайте посмотрим, каков же итог этого незаконченного сюжета. Остальные карты уже не имеют, наверное, значения, правда, когда карта Солнца. Но вот как-то непросто, согласитесь. Ух ты, карта любви, мои дорогие. Карта взаимопонимания, карта дипломатии, карта верных людей. Вот, может быть, у кого-то даже с людьми тут тоже причесать, как я говорю, окружение. Дальнее, близкое. Вам нужно, понимаете, не получится даже в мелочах, как раньше. И вы сами не захотите. Посмотрите 2 карты, которые говорят о том, что нам уже что-то надоело. Мало того, что завершаем, так мы еще и как прощаемся с этим прошлым. И наступает тот период, когда мы понимаем, ну вот теперь все. И у кого-то это совпадет с окончательной поездкой или переездом. Может быть, это вот, смотрите, первая наша карта, сигнификация была королева кубков. И я говорила, карта безусловно любящего человека. А королева мечей, ну тут, назовем это условно любящего. Ну вот вы проходите сложную именно трансформацию, когда вы очень, может быть, добрый человек, но даже из добрых побуждений вы понимаете то, что я проделал или проделала. Не все мне пришло во благо или вернулось какими-то бонусами, приятными событиями. Вы учитесь себя по-новому сохранять. Учитесь дарить любовь тем,
кто откликается, кто готов вас сопровождать, а не тот, который строит воздушные замки, но из этого ничего не получается. Это если мы говорим по личной жизни. Кто-то из вас может в отдаленном будущем встретить человека очень важного. Вот, кстати. И значит, мои дорогие, у кого личная история такая непростая, вот этот сюжет вообще какой-то запутанный, все карты нам об этом. И все же, тем не менее, вот в первых, да, позициях нам ведь сказали, к чему это идет. Итог будет, он тебя обрадует. Ну да, тебе еще нужно пройти трансформацию. И вот два последующих как бы ряда, две позиции нам и говорили о том, что да, тут тебе по судьбе, еще какие-то дорожки следует протоптать и быть готовым к тому, что да, может быть, и работать придется много. Но в конечном итоге вот эта радость, добрая весть, или знаете, кто ищет вас, я бы сказала, тут ваш человек вас находит. Будет вот эта судьбоносная встреча, а для кого-то из вас это может наступить даже по работе. Вот тот момент, если вы хотите, добиваетесь популярности, признания, или, как, знаете, прорыва какого-то в вашем бизнесе, в личном деле, в творчестве. Да, вот такая траектория непростая, но вам нужно научиться себя беречь, понимать, что удерживать или за что самому держаться, а что отпустить. И в этом, по сути дела, на кону ваше солнце, любовь. Вот эти две карты, они вообще волшебные, мои дорогие. Это и любовь, и счастье, и взаимопонимание, гармония, гармония в отношениях. И даже если вокруг неполная гармония, то когда у нас есть, пусть в наше сложное время хоть один человек, мы тоже себя чувствуем достаточно уверенно. Дорога к солнцу. И я могу сказать, что карта солнца будет говорить тут вопрос или проблема, или вот этот незаконченный сюжет. Настройтесь месяцев на 6-8. Поэтому где-то наш расклад может так и проиграться, в зависимости от того момента, когда вы открыли наше видео. Завершится ваш незаконченный сюжет, и поверьте, вы тут сами будете завершать очень многое. Причем, если сейчас сложно, ну как это я откажусь, как это я тут вот сейчас такую революцию в своей жизни буду проводить, а вот и не надо. Тут время где-то вам помогает сделать важные выводы. И будет тот момент, когда вы себе скажете: пора. Вот примите это во внимание. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за ваши душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества, моего канала. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я оставлю ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.